Из этого видео вы узнаете, какие акции выгодно купить сейчас для получения прибыли. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Зачем покупать акции? Биржевые инвестиции доступны каждому способ получить пассивный доход и обрести финансовую независимость. Чтобы зарабатывать на торговле ценными бумагами и дивидендах, не обязательно быть профессиональным трейдером. Достаточно иметь трезвый взгляд на вещи и небольшой первоначальный капитал. Акции– это финансовая подушка безопасности, способ сохранения и умножения средств. Разобравшись в принципах действия этого инструмента, вы станете гораздо увереннее смотреть в будущее и позволите себе то, о чем даже не мечтали. Какие акции выгодно купить сейчас? Первое. Сферы экономики, которые только в выигрыше. Наиболее пострадавшие отрасли в последний год– туризм, авиакомпании, производители самолетов и вообще всего, что связано с передвижением и перемещением, а также гостиницы, бары, рестораны, сетевые магазины, если они вовремя не сориентировались на интернет-заказы и доставку, индустрия развлечений, фитнес-центры и прочее. А кто же оказывается в выигрыше? На самом деле есть и такие. Прежде всего, это компании, связанные со здравоохранением. Во-вторых, меняющийся образ жизни людей также влияет на спрос и предложение в некоторых областях экономики. Теперь люди вынуждены больше времени проводить дома, поэтому становится выгодным бизнес, связанный с доставкой, от пиццы до всего остального. В выигрыше оказывается индустрия домашних развлечений в самом широком смысле слова. От производителей игровых компьютеров до сетевых кинотеатров, а также вообще всевозможных интернет-сервисов. В это число можно смело включить инвестиции онлайн, трейдинг. Второе. Выгодные инвестиции в фармацевтические компании. Наибольший интерес, по мнению экспертов, могут вызывать сегодня акции таких компаний, как Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Gilead Sciences. Все они уже имеют свои разработки в области вакцин от коронавируса в разной степени готовности. Вообще, в настоящее время разработкой вакцины занимается более десятка компаний. Кто-то удачно, кто-то пока не очень. Тестирование– это не быстрый процесс. Инвестору стоит запастись терпением и следить за новостями. Появление новых результатов может приводить к быстрому росту котировок бумаг той или иной фирмы, как это произошло, например, с Moderna, котировки которой в начале пандемии выросли сразу на 100%. При этом надо понимать, что конкуренция в сфере медицины становится все более и более жесткой, а результаты научных изысканий не всегда предсказуемы. Поэтому волатильность этого сегмента будет оставаться высокой, и инвестиции в этом сегменте связаны с определенными рисками, хотя и сулят высокий уровень дохода. Третье. Ритейл, доставка, пицца. Те компании, которые изначально занимались торговлей через интернет, оказались в выигрыше от сложившейся ситуации. Характерный пример– американский Amazon, акции которого уже в самом начале пандемии выросли на 20% в первый же месяц, а за год плюс 75% и более. Другая популярная торговая площадка– eBay. Акции этой компании выросли на 50% и более. Даже несмотря на то, что денег у клиентов для совершения онлайн-покупок явно не прибавилось. Можно предположить, что люди сместили свои приоритеты и стали больше тратить на онлайн-покупки за счет сокращения расходов на походы в кафе и рестораны. Другим компаниям, обычно делающим прибыль на управлении реальными торговыми сетями, приходится наверстывать. И тем не менее, надо понимать, что от покупки продуктов питания люди вообще не смогут отказаться, ни при какой ситуации в экономике. В итоге бумаги такого гиганта, как Walmart, за год подорожали на более чем 20%. И, конечно, пицца на закуску. Акции Domino's Pizza 35% роста за год, можно сказать, приятного аппетита инвесторам. Четвертое. Акции индустрии развлечений онлайн. Просто манна небесная свалилась на такие компании, как Netflix, акции которой подорожали более чем на 70% за год благодаря тому, что многие вынуждены остались сидеть дома. Другие компании – Activision Blizzard – плюс 50%,
Electronic Arts – рост 30% и так далее. Удивительные результаты удалось показать такой компании, как Walt Disney. Видимо, благодаря тому, что ее менеджмент вспомнил основы, что это бизнес, созданный за счет фильмов, и развивает ряд проектов в области видеоразвлечений. В итоге бумаги выросли в цене за год более чем на 100%, даже несмотря на простаивающие из-за пандемии парки. Какие акции лучше покупать новичкам, американские или российские? Для начинающего инвестора, который стоит перед выбором «Россия или США», ответ лежит на поверхности. Американский рынок дает более широкий выбор качественных бумаг, в том числе с низким показателем риска, волатильности. И он лучше защищает от девальвации рубля. Главный и, по сути, единственный аргумент в пользу российских бумаг – это простота выбора. Всего 5-6 фишек высокой ликвидности, которые растут быстрее рынка и на падении рынка ведут себя сдержанно. Если попытаться обратить внимание на менее крупные ликвидные акции России, то почти у каждой из них найдутся более интересные аналоги за океаном. Кстати, на нашем канале есть отдельное видео, в котором подробно рассказывается, как и где купить акции выгодно. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. До новых встреч!